Не тратьте свое время и деньги на пустые разговоры. О, как-то я обнаружил локацию для ленивых фотографов. Фавионыч сегодня главный кино-фото-съемки. Друзья, любите ли вы кино? Как я люблю его. В кинобудке. Хотите свой обрести стиль, который будет выделяться среди других? Не любите долгую обработку в фотошопах, лайтрумах и прочее? Фавионыч даст вам технику съемки. Самое время посмотреть этот ролик, друзья. Ну а кто досмотрит до конца, тот узнает еще один секрет, как сделать арт для того, чтобы получить стильные фотографии. Сегодня речь пройдет про съемку через специальные фильтры. И мы будем использовать голубой фильтр. Побежал самый первый любитель кинематографической съемки. Погнали смотреть кино. Ну и разумеется, друзья, не забываем голосовать за те результаты, которые мы получим. Полное разрешение можно посмотреть в моем Flickr, лист-НВ фотографий, или в поиске забить Фавионыч. Сегодня я выбрал локацию, исходя из стиля моей одежды. Мы будем сегодня снимать меня. Не зарывайте, друзья, свой талант в песок. Делать селфи в такой рабочей фуражке серой, футболке нефтяника, ну и зеленые брюки, черные ботинки. В качестве фона, друзья, я выбрал сегодня вот такую локацию, которая такое серое выцвевшее дерево, бревна лежат, ну и на них, видите, здесь большие ветки хмеля, на что только не пойдешь ради любимых подписчиков канала. Позиционно я попробую сделать максимально так, чтобы света было больше видов Фавиона. Ну, надеюсь, что этого не произойдет. Обязательно, друзья, следить за каналом, подписаться на него. Не для того, чтобы мне это нужно, а для того, чтобы это могли увидеть другие люди, которые не хотят заморачиваться со всякими там всевозможными обработками. Пишут: устройство ввода iPhone. Используем сегодня камера Фавион, штатив карбон, фильтров вагон. Шутка, друзья. Сегодня один у нас фильтр, это голубой 1.4, сделанный в СССР. С помощью него мы будем добиваться кинематографических эффектов. Ну и бленда, конечно же. Без бленды продолжите стихотворение. Напишите в комментариях, в чем же подвох. Мы одеваем камеру, надеваем на нее фильтр, как правильно говорят, и будем использовать встроенные настройки в цвете. А кто смотрел мое видео про применение фильтров в черно-белом варианте, посмотрите. Мы же сегодня будем снимать в цветных режимах, а будем их использовать именно для кинематографических эффектов. Таких режимов у Sigma достаточное количество. Есть стандартный режим, который делает стандартный цвет. Есть режим насыщенности, так называемый Фавион B. Есть режим Vivid, который позволяет вам выделить цвет и сделать еще более насыщенным. Также есть портретный режим, есть Landscape, есть режим сепии черно-белый, который мы сегодня не будем использовать. Ну и также есть нейтральный режим, ну и еще кое-какие. Так вот, из этих режимов мы выберем те, которые пригодны для нашего кинематографического стиля, а это будет оттенок близкий к оттенкам голубого, синего цвета, который так любят кинематографисты. Ну и моя одежда в помощь, как говорится. Попробуем сделать что-то интересное в цвете. Вся обработка будет заключаться в том, что мы выставляем режимы самих камер. Снимаем со штатива только по той причине, друзья, поскольку у меня нет напарника, нет помощника. Мне придется самому все это делать. Поэтому дальше, как говорится, будем смотреть эксхифы, так называемые. В Фликере это можно посмотреть. И там будет отображен режим меньше трепаться, грубо говоря, больше снимать.
также люди, кто следит за моими тестами обзоры сумок, могу сказать, что сегодня мы использовали сумку легендарную от Домки, в которую можно поместить не только камеру с моим видоискателем, отдельные объективы, куча карманов, всего остального. Ну, в общем, рекламировать ничего не буду, вы сами и так знаете. Я уже рассказывал, что она может крепиться к поясу, к вашему ремню, что сегодня было бы совсем практично. Ой, он сидит. Рядом тут красивый хмель. Все для хорошей жизни. И вода. Ну, а кто следит за моими влогами, смотрите мой канал «Зов воды» и штативы, о которых я рассказываю на своем канале. Компактный штатив для путешествий, друзья. Я рассказывал о множестве. Карбоновый штатив, который мной модифицирован специальными экологичными шипами в сложенном состоянии. Это очень компактное устройство. Ну и как же крепить, друзья? Все очень просто. Вот так открываете. На то это и сумка. Ну, а с вами был Фавионыч. Пофотографироваться. Неправильно кепку одел. Обзор так обзор. Тут должна быть ваша кинематографическая работа. Именно на большом экране.